10 секретных ключей, как заставить других поверить в вас. Секретная техника, чтобы другие поверили тебе. Bagaimana sih caranya? Как было сказано в начале, мы будем разгрузка. Как заказывать другим людям верю в тебя. В чем секрет? Доверие важно, чтобы вас слышали другие. Если вам не доверяют, скорее всего, ты будешь доверял. Более того, этот человек будет вам подчиняться. Так что слушайте. Они будут только делать вид, что слышат. Что ты говоришь, и не буду делать. Что ты хочешь? Что происходит, когда мы, а не те, кому могут доверять другие люди? Зачем нам это? Итак, если есть друг. Твой момент, пытаясь надеяться что-то своим друзьям. Или другой, когда передать что ты хочешь. Скорее всего, они откажутся. Вы говорите, потому что они не верят. Более того, выполняйте то, о чем просите, или при продаже продукта или услуги. Наши потребители не верят в продукты или услуги, которые мы продаем. Ведь мы передаем преимущества наших услуг и продуктов. До пенистого объяснения. Потому что они не верят. Усилия, которые мы делаем, результаты будут сопоставимы с ног на голову. С чем мы получим? Все будет напрасно, или если мы станем лидером. Мы обещали и кричали о бонусе, который собираемся дать. Если наши подчиненные могут достичь цели в этом месяце. Из-за их низкого доверия к тому, что мы говорим. Они просто будут делать вид, что слышат, что вы говорите, а они не делать то, что он должен. Как вы заказали, они чувствуют, вы ими манипулируете. И не искренний, если он у вас есть, вы на грани краха, и все может развалиться. Да, верно. Тогда как насчет того, чтобы мы могли быть кем-то, кому можно доверять, чтобы вы быть услышанным? Таким образом, чего вы хотите и на что надеетесь? Вы можете получить это от этого человека. Потому что они тебе подчиняются. Хорошие новости я вам покажу. 10 секретов, как заставить людей другие верят в тебя. Простыми способами. Но здорово, и это было доказано. Так вам будет очень легко. Укреплять доверие других людей к вам. Хорошо, давайте введем секретный ключ номер 1. Чтобы в тебя верили другие. Не предполагайте, они верят в вас. На базаре жилья в торговом центре. Посетил человек, который искал новый дом. Затем он попытался войти в кабину, которая была довольно великолепной, отличной от других. Однако он приехал сюда не потому, что ему было больше интересно, а потому, что здесь было тише, чем другие. Так более свободно, чтобы видеть информацию, которая там есть. Однако ведь слуги нет. Посетители могут только найти информацию. Или на сенсорный экран посреди будки, говорит он, вы можете получить необходимую информацию на сенсорном экране. Затем, вскоре, потому что он чувствовал себя неуютно из-за своей службы. Потом он вышел из трибуны. Затем переехал в будку по соседству. Будка была обычная, но многолюдная. Потому что многим людям приходится стоять в очереди, чтобы иметь возможность войти и получить информацию. Отец из любопытства присоединился к очереди. Ожидая в очереди, он встретил человека, который тоже охотился за жильем. И от него получила информацию, что будка по соседству. Он имел в виду большую будку, в которой был раньше. Крупный, известный разработчик, не умеющий рассказывать истории. Очередь в очереди, все кончено. Затем этот человек вошел, и тут же его встретил слуга. Официант тут же объяснил, в чем преимущество и расположение интересного места. В любой точке, где есть жилье, которое они продают и строят. И показывает всю законность, и много другой информации. Что необычно, отец сразу решил заказать один понравившийся тип жилья, которое хотел снять. Вот посмотрите, раньше был большим разработчиком, потому что он был уже большим и известным. Такой самоуверенный. Предполагает, что потребители уже верят в их продукты и услуги. Пока разработчик рядом, старайтесь изо всех сил укрепить это доверие. Что привело к большим продажам? В повседневной жизни мы много встречаемся. Как человек всегда предполагает, в него кто-то верит. Таким образом вызывая недопонимание. Потому что это вызывает непонимание, даже непонимание. Такой простой случай. Как кто-то себя чувствует. Его уже был ухоженным и аккуратным. Казаться способным человеком или чиновником. Потом он ушел в людное место, там в то время был случай. Что заставляет полицию проводить блокаду и проверки? Всем посетителям. Там случайно проходил человек, который чувствовал себя великим. Поскольку он уже чувствовал, что хорошо выглядит, он не хотел это показывать личность, если отмечено. И он не хочет, чтобы его проверяли. Именно это вызвало подозрение и гнев в полиции. Из-за такого отношения его пришлось специально обследовать.
Это часто случается, потому что они слишком полагаются на других, верят в себя. Лучше, знают ли другие или нет. Лучше, мы по-прежнему объясняем, предоставляем информацию и многое другое. Чтобы другие знали. И, наконец, решите поверить в нас. Хорошо. Перейти к секретной подсказке номер 2. Чтобы в тебя поверили другие. Говорите им ровно столько, сколько они верят. Однажды мужчина рассказал историю. Детям. Как, когда он был молод, так возбужден. Может сделать что-нибудь. Фактически, он сделал то, что сделал супергерой. И его сын слушал это с энтузиазмом и очень воодушевлялся тем, что это было. Сказал своему отцу. В другой раз. Когда отец отдыхал с женой. Его жена спросила, как он. Провести детство. Он сказал мне, что он был нормальным. Как и любой другой ребенок. Однако, поскольку он редко разыгрывается, он предпочитает проводить время дома. Даже он весь день провел в комнате. Прочтите часы, и ему будет удобно. Что тут происходит? Отец рассказывал истории, приспосабливая к тому, с кем имел дело. Он попытался рассказать историю, подстроившись под собеседника. Он говорил до такой степени, что его собеседники поверили. Рассказывая истории с маленькими детьми, потому что их воображаемая сила выше. Он рассказывал истории, приспосабливаясь к ограничениям, в которые верил. Между тем, когда рассказывал истории с женой, он скажет вам, что это такое. Потому что, когда он рассказывает, он как будто рассказывает своему сыну. Что случится? Есть еще купец. Одно время он продавал свой продукт по промо-цене. Со значительной скидкой, и это очень ограничено. Если срок истечет, у покупателя не будет другого шанса. Вначале это могло заставить его завалиться приказами. В следующий день он снова делает то же самое. Что случилось? Порядок, только немного. Что еще хуже, когда отпускная цена возвращается к нормальным ценам. Люди перестали покупать, потому что покупатели уверены, должно быть больше акций. Наконец, с тяжелым сердцем. Чтобы продукт оставался проданным, этот продавец должен навсегда снизить цены. Ему было что сказать, но не так много, как ему казалось. Он застрял в своей игре, потому что он непоследователен со своими промо. Наконец, когда промо снова будет, покупатели не поверят, оно ограничено. Они уверены, завтра будет еще одна акция. Наверное, даже дешевле. Итак, в этом второй секретный совет. Всегда пытайтесь сказать что-нибудь в соответствии с тем, во что они верят. Хорошо, мы продолжим. Секретная подсказка номер 3. Чтобы другие люди верили в тебя. Передать правду даже о недостатках, даже если это больно. Во время продвижения обычно люди будут рассказывать о преимуществах своей продукции. Какое величие и достоинство. Иногда нередко в продвижении по службе. Люди преувеличивают даже до того, что что-то передают. На самом деле никаких преимуществ в продукте он не имеет. Для начала, возможно, людям будет интересно узнать об этом продукте. Но для длительных продаж это катастрофа. Люди будут разочарованы и перестанут использовать продукт. На момент продажи VW они продвигают свой бренд. С учетом сказанного, эта машина плохая, похожа на жучок. Эта машина медленная, вам повезет, если вы когда-нибудь получите билет. Результаты были отличными. Всем понравилась акция, и продажи автомобилей VW тоже выросли. Так было и на автомобильной акции АФИФ. Когда говорят в объявлении «Мы номер 2, поэтому мы стараемся больше», доказанная честность имеет большое значение и действует так, чтобы вам доверяли другие. В порядке, мы продолжим. Секретная подсказка на 4. Чтобы другие люди верили в тебя. Используйте определенные числа. Мы приходим в торговый центр или смотрим предложения в социальных сетях и так далее. Мы часто видим письменные цены. Например, 129 999 или многие другие примеры. Почему они не пишут 120 тысяч или 130 тысяч? Результаты исследований и опросов. Доказано, что более конкретно указанная цена вызывает больше доверия у потребителей. По сравнению с числами, которые пишутся только целиком. Теперь мы подходим к секретной подсказке номер 5. Чтобы в тебя поверили другие. Скажите им, что вы не получаете комиссию. Относительно недавно. Давайте получать комиссионные, чаевые или другое. Считается нормальным. Ну вот, если другие узнают. Вы не получаете комиссию и это ваша привычка, ничего не хочу, что-то подобное. Будет развивать доверие к вам других. Люди будут поражены вами, потому что сегодня все еще есть люди, пользующиеся таким авторитетом. Это очень необычная вещь. Итак, расскажите людям, которых убедили, или дайте им знать. Вы не получаете комиссию ни на каком основании. Так другие люди будут больше доверять вам. Введите секретную подсказку номер 6.
Игнорируйте все, что в вашу пользу. Когда люди узнают, вы не получаете комиссию. Может укрепить доверие других людей к вам. Точно так же и с этим. Вы руководитель компании. Вы хотите, чтобы сотрудник переехал, возглавил филиал в отдаленном районе. Затем вы начинаете с ним разговаривать. Ваша производительность неплохая. Собственно, здесь это действительно нужно. Однако так и должно быть. Я не мешаю вам продвигаться по карьерной лестнице выше. Поэтому я согласился в руководстве. Рекомендую завести новую ветку там. Будет лучше, чем ты Грозно. Или другой, независимо от пользы для вас и, так сказать, более благосклонно к нему. Согласно большому количеству проведенных исследований, люди будут меньше доверять вам, когда узнают, что у вас есть преимущество перед чем-то. Интереснее, не правда ли? Давайте двигаться дальше. Переходим к разгадке 7. Чтобы другие люди верили в тебя. Одевайтесь как хороший и успешный человек. Если в этом нет сомнений. Было проведено много исследований и даже социальных экспериментов. Когда кто-то потрепан, он пытается общаться с людьми. Тогда этот человек проигнорирует это. Или любое другое отрицательное отношение. Затем тот же человек, который раньше был одет в потрепанную одежду, переодеться в красивую и дорогую одежду. Выглядит хорошо. Люди, которые игнорируют это, меняются, становясь более восприимчивыми, открытыми и готовыми взаимодействовать с ним. Люди – визуальные существа. Когда вы впервые встречаете кого-то, обычно сразу судят о человеке по увиденному. Так что если вы хотите большего доверия, постарайтесь улучшить свою одежду и свою внешность. Хорошо, перейдите к секретной подсказке номер 8. Чтобы другие люди верили в тебя. Позвольте им услышать о других. Это, возможно, важный секретный ключ, и он имеет огромное значение. Если все сделано правильно, чтобы другие люди поверили в вас. На семинаре, когда спикер все еще выступает на сцене, люди стекались к входной секции. Какого черта они пошли туда, чтобы купить кассету с аудиоуроками? О том, как легко получить деньги в онлайн-бизнесе. Что заставляет это происходить тем временем на YouTube или что-то в этом роде. Много подобных руководств, и это бесплатно. Знаешь, в чем причина? В начале выступления говорящий представляется и объясняет. Он занимается бизнес-тренингом онлайн. Потом вдруг участник семинара поднял руку и встал. Он сказал: «Я прерываю, вы говорите. Не могу дождаться, хочу вас поблагодарить. Фактически, я никогда не был на семинарах, которые вы проводили. Однако в прошлом месяце я случайно купил ваш учебный компакт-диск по рекомендации моего соседа. Альхамдулиллах, досмотрев его до конца, я рискнул действовать. И, к счастью, это не займет много времени. После просмотра и практики в первый месяц я уже получал стабильный доход. Минимум 5 миллионов в день. Хочу выразить огромную благодарность. После того, как мать закончила. Еще один человек, поднимите руку. Затем он спросил: «Сэр, где мы можем взять кассету с компакт-диском с онлайн-учебником по бизнесу? А также есть ли офлайн обучение?» Затем докладчик ответил: «Из-за большого спроса кассета с учебным компакт-диском лежит на столе комитета впереди. Скорее всего, осталось всего около 100 штук. И для офлайн обучения из-за плотного графика в этом месяце осталось всего 50 человек. Но для подробностей лучше спросите админа, который впереди». Спонтанно, после того, как докладчик закончил это говорить, участники встали со своих стульев и просочилось. Из-за боязни, что у вас не закончатся обучающие компакт-диски и билеты на обучение. Удивительно, не правда ли? Не считая возможных сценариев, которые намеренно сделал спикер. Суть этой истории. Насколько мощная история, рассказанная от третьего лица, может умножить доверие к вам других людей. Если мы посмотрим на сегодняшний случай, молва. Самый дешевый и очень влиятельный. Чтобы в тебя больше верили другие. Секретная подсказка номер 9. Чтобы в тебя поверили другие. Множество письменных портфолио, а также свидетельские показания и доказательства в виде фотографий и ДР. Когда я продаю онлайн, все потенциальные покупатели попадают в службу поддержки WhatsApp. Больше 50% на 70%, пока не решился покупать. Или просто для развлечения. Но для увеличения продаж ожидается, что служба поддержки отзывы довольных потребителей и тех, кто использовал нашу продукцию. Обычно таким образом процент продаж будет расти. Фактически, потенциальные покупатели, которые изначально не ответили, наконец решили покупать нашу продукцию. Здесь отзывы и многое другое могут укрепить доверие людей к вам. Секретная подсказка номер 10. Чтобы другие люди верили в тебя. Просите поддержки у людей, которые их знают.
Получить поддержку от знакомых, время от времени это доказывалось. Если вы можете получить поддержку, рекомендации от людей, которых они знают, собеседника будет больше, верю в тебя. Это должно быть люди, которые им нравятся, близкие им люди или людей, которым они верят. И другие. Напоследок завершаю одной фразой. Скажи себе, если бы люди в этом мире могли написать историю успеха. Пришло время продолжать учиться и пытаться. Вы тоже можете быть даже лучше их. Скажите себе, если они могут это сделать, могу и я. Хорошо, в этом секрет, чтобы другие люди верили в вас. Следующее видео будет еще более ярким. Как заставить людей хотеть умереть за вас? Если есть мнение или другие, напишите, пожалуйста, комментарий ниже. Чтобы быть в курсе обновлений, нажимайте колокольчик, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И поделитесь этим видео в своих социальных сетях. Спасибо, увидимся в следующем видео. Еще интереснее и необычнее. Как заставить людей хотеть умереть за вас? Bagaimana sih caranya? Ciao.